Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал, посвященный блокчейн-играм. Сегодня у нас интересный проект для вас, одна из самых первых, или вообще самая первая карточная игра, основанная на блокчейне. Петруха, что вообще скажешь? Ты уже немножко поиграл в эту игру, я только ее скачал. Всем привет. Ну что, это как классика жанра. Кто играл в Hearthstone или Gather the Magic, да, знает, что это обычная карточная игра. Единственное, что здесь карты, которые вы покупаете, или паки, или которые вы там зарабатываете, они принадлежат вам, да. То есть это на блокчейне эфириума. В любой момент вы их можете там вывести, продать кому-то, купить себе легендарку. Вот видно, Подожди, да, это в 19 магазине. эфира или что это? Да, да, Подожди, а сколько 19 эфира. эфир сейчас сколько стоит? Эфир сейчас, ну, по-моему, там до $2000 доходил. Гуляет от 1,5 до 2. Мне теперь интересно, покупают вообще такие карты здесь? Ну, блин, Ну, это может быть, трешово. да, может, это карта какого-нибудь первого игрока, какого-нибудь легенды. Да. Потому что, Единственное. да, в эту игру уже, ну, все профи, максималисты, биткоин-максималисты играли, и все ее знают, это такой старичок, так что вы даже, может быть, здесь встретитесь с кем-то там, не знаю, каким-нибудь SEO, каким-нибудь биржи, Binance даже, такое даже возможно. То есть вы должны понимать, что в этом сообществе все пробуют, все играются, все кайфуют. И ну, в этой игре, что можно начать без каких-либо вложений, вам дают сразу паки, вы открываете, играете ранкед игры, проходите обучалку и потихонечку что-то зарабатываете, получаете какую-то награду. Если вам не стерпешь, можете купить себе паки, вам что-то Ну, это, выпадет. короче, как стандартно. Захотели забустить то же самое Херстон, либо просто Да, спокойно выполняешь там какие-то задания, подкрываешь паки, прокает, не прокает. Давай, наверное, посмотрим сразу туториал, да, как вообще механика игры, потому что да. карточные игры, в принципе, мне хорошо знакомы. Играл и в Magic the Gathering, и в Gwent играл, в Hearthstone, то есть база есть. Но каждая игра есть какие-то удивительные механики. Так, отлично здесь. Разрешаем доступы всевозможные. И посмотрим Да. первое обучение. С искусственным интеллектом тебе сейчас здесь будет показывать. Единственный, конечно, минус для русскоговорящей аудитории, что все на английском. Ну, в принципе, технически английский, он все здесь интуитивно понятно. Вот ты сначала выбираешь, какие карты. Это какой-то бонус твоего игрока. Типа ты. Ну, здесь тебе выбора не дают, потому что тебя заставляют выбрать. Сразу что брать. Да. Так, это могу, вот тебе говорят, две что поменять, да? скидывать дорогие. Да. Не, у тебя 2 раза ты сможешь скидывать карту ненужную, ну, дорогую, да, потому что для старта 8-манновая это, естественно, не подходит. Ну да, может тут интуитивно вот. Можно даже добрать. Да, и тебе говорят, да. Это ну, обилка, вот мы видим, кстати, как обычно. Как в этом, да, Херстоне обилка получается. Угу. Да, ну тут у всех разные обилки, и, по-моему, есть даже вариативность этих обилок. То есть это как, это боги, да, ты играешь за бога, и вот у тебя... Ну да, он предлагал на старте какой-то там, по-моему, 3 обилки было. То есть мы взяли какая была. То есть здесь, как я вижу, сразу урон, хп урон, и стоимость. Жизни, да, мана. Да, и это передать ход. Все интуитивно понятно. Кто хоть раз видел Hearthstone. Ну тут, походу, больше на Hearthstone похоже. Именно если брать Magic the Gathering, там немножко. Ну, сейчас посмотрим, конечно, по механике. Ставим пока существ, наращиваем мощь. Можно здесь уже трейдиться, да, наверное, сейчас нам. Они говорят, бей в лицо, по-моему. Трейды это для слабых. Да. Но тут, видишь, 3 жизни у него там особо. Ну да, тут пару очков надо поделить. Вот карта Стаун там вышла. Сейчас тебе покажут, как тебе обойти ее. Типа вот у нее 3 жизни, у тебя урон 1, ты его никак не обойдешь. И поэтому говорят, вроде бы, что ты куда-то не нажал никуда. Нет. Они говорят, по-моему, тебе надо. Тебе надо взять вроде свою силу бога, да. Что-то пока не жмёт. И даешь силу. Тут что-то немножко на это. Подвизовано. Да, просто что-то анима. Он, получается, дал описание, я уже вроде все плакацал, но все равно оставил до последнего. Да, вот теперь ты бафаешь этого своего коня Пегаса. Да, он вот рассказывает, что не хватает, пишут, не хватает маны. Да, но у тебя есть вон камень манны, да, монетка.
Оп, М. сразу у тебя 2 стало. Теперь ты можешь базовую использовать, кидаешь на коня. А у коня как раз этот Да, чардж есть. да, И он, теперь получается, ты можешь... пробивает таунт, и мы, получается, можем теперь шотнуть. Мгм. Собрали Да, теперь пазл. всем остальным в лицо, да. Да, и это, Ну, это вот получается, не проклацали вот эту фигнюшку. Мгм. Самое простое. Тут еще, видишь, сбоку есть, они не рассказывают, не показывают. Ты с твоими эффективным уроном и со всем остальным, у тебя накапливаются какие-то там поинты, типа на ульту. И ты можешь призывать себе карту какую-то там с боковой панели, вытянуть карту, типа босса там, какого-то гварда, и он там может что-то порешать. Так, а Все, это, вот смотри, паки, да, прошел. нам дали? Да, сейчас тебе дадут 3 пака, будем открывать. Давай посмотрим, что тебе там упадет. Сейчас за 18 эфира выпадет. Ну да, это... Да не, Я мне кажется, думаю, стандартные паки, мне кажется, они как эти, знаешь, как в большинстве игр, они просто статичные. То есть, тебе попадает какой-то Ну шлак да. там комоновский, вряд ли тут что-то Ну, не знаю. будет. Не знаю, не знаю. Все может быть. Насколько это эфирное. Э. Ну да, тут единственное, что надо изучать карты, смотреть, это все непонятно. Я когда играл, там надо типа дейли каждый день по одной игре сыграть. Так, ну вот О, это видишь, эпик. Вот это Да. эпик выпал. Так, 10-12. подкрутка. Так, ну эпик Тут уже хорошо. Сейчас посмотрим, сколько в цене сразу, да, сразу Это вылазу. видишь, тебе дали типа паки природы, да, и это, видимо, для бога природы. Вот у него манна зеленым подсвечена кристально. И все вот Две редкие. типа друид, типа, да, можно так Бля, а сказать. что мне дали друида? Я не хочу каким-то друидом. Так. Ну вот, А я играл там вроде. О, А, это что-то рандомные другое. паки, да, получается, А дают? это красное, видишь? Ну я, возможно. Видишь, уже красная манна, это, наверное, какой-то Да, это какой-то другой класс. человек или убийца, неизвестно, или варвар какой-нибудь. Похоже на каких-то, да, людей. Так, Опа. класс. Покупай еще. Куда покупай? Нет у Да. тебя больше. Теперь Я иди, нажимаю бай-бай-бай. нажимай, да, на главное. Так, ну Вот, что, теперь- сейчас, знаешь, что посмотрим, сколько стоит, не будем смотреть? Ну, не знаю, попробуй. если Ну ладно, давай чуть интересно. попозже посмотрим, что у нас теперь получается, собрать деку надо будет стандартно. Ну, тут собрать я делал как очень просто. Вот на правой вкладке, иди, где Ranked написано, да? Правее чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. А, вот, вот, да. Вот вот. сюда Choose deck. выбираешь одну деку, да. Нажимай, там будут готовые деки. Вот какую-то одну из этих берешь. А, это Кем ты хочешь играть? фришные деки, это получается стартовые. Да, стандартовые деки. То есть вам не надо собирать новые карты, чтобы собрать деку, да? Вам дают здесь Ну, давай, какую-то наверное, базовую просто... деки. Так, давайте без этого только. Вот, вот, не, все, нажимай просто Select справа ниже, да, вот здесь. Мгм. То есть она уже типа сбалансированная. И все, и нажимай Play. Так, то мы сейчас в Франкет уедем. Сразу в этот, я Так, не знаю. да, нет, да там все же новички, это же начало. Так, не, я говорю, уедем, Ну, в смысле, мне- в топ уедем. А, в топ. Так, ты думал, ничего Ну будем да. нубить, что ли? Даже если не знаешь механик, не знаешь, просто интуитивно можно разобраться, где там скипать, не скипать. Я так понимаю, если ты, короче, оставляешь ману, вот этот, мы типа заюзали, получили 2 поинта маны. Это получается, если мы скипаем раунд, наверное, количество маны мы преобразуем, это как в этом, это как в Рунетера, по-моему, там есть такая механика, тоже карточная игра от Лиги Легенд, друзья, кто знает. Видишь, у тебя сейчас сразу Кривая, не было мана кристаллов. кривая. Мгм, да. Вот видишь, рядом с кристаллами такой 0 у тебя сейчас нарисован с твоими кристаллами Да. манны. Вот, нет, слева такая цифра какая-то непонятная. Мелкий 0. Ну, Так. не важно. Сейчас я тебе говорю, Так, а вот что нормально, ты не вот. можешь? Так, а это умение. А. И поврежденный, поврежденному к этому. Что-то, кстати, что-то неплохое. А, это вызывает миньона, но он застанет сразу. Мгм. Мгм. Но он не может ходить сразу. Так, ну мы, получается, юзаем 2-3. И, в принципе, мы вот можем потратить еще один кристалл маны. У нас вот есть в запасе. А что можем сделать еще? В принципе, здесь особо ничего. Вот ты дашь блиц, он сможет атаковать сразу тогда. И сможешь этого Давай попробуем. вепря убить, наверное. Или правого. Кого-нибудь из них. Давай вепрем, наверное, встанет. Ну да. Не знаю, тут есть контратака? А нет, контратак с моей проходит, он даже если встанет существо. Ну, видимо, они, видишь, захардкодили, чтобы раньше времени ты сильных не вызывал. Ну да, так можно, получается, было проскипать. Так, а что у нас Enrage дает? Мы, получается, даем 2-1, да? Угу. И сгорает +1. Burn +1. Так, а вот этот топор, это Ещё получается 3 горение дает.
А, это 3 дэмэджа дает раненому существу, правильно? Мгм. есть нам- Да. То есть нам сейчас надо как сделать? Нам сейчас, получается, надо сюда убиться. Сейчас типа умирает. Здесь мы, получается, атакуем и добиваем. Ну, вообще. Ну, у тебя жизни 2 осталось, ты особо там не разгоняйся. Вон Ну, баррикаду баррикада. кидай. Куда-то карта делась. А, Так, ну, ты больше- типа ее кинул и получил баррикаду. Ну, проблема в том, что там не, ну, он типа так ударит в таунт, у нас, короче, хп все не остается. Короче, ты Нуб. можешь оставаться. Ну, какие-то карты у нас, видишь, зашли слишком такого плана. Слишком толстые какие-то. Сейчас тебе еще паков, по-моему, дадут. А вот. Ой, 6 паков. Все, Ну, что нормально. тебе еще надо. Здесь надо, короче, каждый день по одной игре сыграть, пока вроде там... Че, давай квест вскроемся, первый. наверное, посмотрим. Конечно, пойдем. Кайф сам. Потом нам Ну, на рынок. механики вот эти, видишь, там, в принципе, разобраться, это пару игр, по сути, вот эти Twin Strike и так Да. далее. Ну, у там, нас наверное, есть какие-то какая-то- имбовые, но я думаю, Да. это на высоких рангах. Пока. Так, ну, наверное, стандартно одна рарная будет падать, наверное, в любом паке. То есть система Хирстоуна, скорее всего. У нас Ну, такая чё, получилась ну, какая-то лейт-дека. Я так не знаю, может, потому что так не заход такой был. Ну да, одна редко падает 100%. Мистик. Что придумывать велосипед, если уже есть работающий, да? Ну да, в принципе. Я думаю, у кого-то пригорело от Хардстона, от их этих. Кстати, последний падает самая крутая. У нас когда эпик выпал тоже последний. Мгм. Ну-ка, они Одинаково, да, ты подсвечиваются. выдают? Да, одинаковые, да. Да. Они не подсвечиваются. Интрига. Ага, да. Так, две Это не раны. Да, То есть все с одной падают. Это ж не легенда. Легенда там. За эфир сразу. Опа. Это нормально. Два эпика есть. Опа-на. Последняя. Конечно, неизвестно, насколько... что я хотел рассказать. Тут недавно Блин. новость вот была сегодня, что кто в эту игру играл, эти все карты, они считаются как вот типа как коллекционные моменты по НБА, да, это вот это NFT, Ну. non-fungible token, да, и сейчас это очень на хайпе, и те, у кого есть на адресах эфира вот эти NFT-шки в прошлом году или вот там пару месяцев назад, а так как игра старая, кто в это не играл, они у них есть, тем насыпали награды просто так, это airdrop называется, можно пойти забрать там $700, короче. В смысле, У меня это так- кто давно играл? А, в эту игру, что ли? Да, просто блин, вот а так чё? зашел, поиграл. и Так, ну всё. это, видишь, вся эта система с этим, как его, скриптой, считай. Да, они как бы, вообще там- они как бы дают награды ранним адоптерам, да, так называемым, те, кто пробует игры, кто играет, кто их поддерживает, они потом, многие на это ссылаются, и все друг друга знают и говорят, вот кто играл в эту игру, может там нашу альфу потестить, заходите в нашу игру, да, или... А у чё кого- удивляться, если, блин, карта стоит, сколько там, сколько эфира она стоит? 18 мы смотрели, или сколько? Ну что, как у тебя ощущения вообще? Не, ну прикольно то, что придумывают вот такого плана всякие. То есть, ну, хотя это уже не придумали, да, то есть адаптируют игры под сейчас нас под блокчейн, грубо говоря. Условно, если вот, ну как объяснить, допустим, ты играешь в какой-то Hearthstone, да, любую карточную игру, и когда-то она тебе может надоесть, по сути. И что туда делать, не особо понятно. То есть обычно ребята просто стараются продать какой-то свой аккаунт, чтобы На каких-то компенсировать- рынках? компенсировать, да, просто потерю своего времени, условно, которое вы потратили, там, ну, игра надоела, нет времени, ну, либо какие-то еще причины. И подобные вот темы позволяют вам просто сгенерировать, грубо говоря, ваше потерянное время на ресурс, да, то есть карты, вы сами видите, можно продать, условно, понятное дело, То есть что... также их можно и купить. То есть вы можете, если вы так на черном рынке чей-то чужой аккаунт покупаете, у вас всегда риски, что человек вернет, там пожалуется, вас заблокирует. А это здесь в ваших руках. То есть вы придете на рынок, покупаете себе имбовые карты, поиграли, надоело, а также их продали. Может плюс, может чуть-чуть минус. Но суть сама в том, что это возможно, да. А как вы с этим будете работать, это уже вам предоставлено. Да, то Вы есть можете фишка... сделать свое. Да. Фишка прикольная в том плане, что понимают уже будущее наступает, грубо говоря, что потому что вот сколько я играл, вот условно,
тоже игру одну поиграешь, вторую, там забрасываешь там через там, ну, какое-то время. А тут ты понимаешь, что ты можешь хотя бы что-то компенсировать. А по продаже аккаунтов, как вы сами понимаете, любой аккаунт он будет все равно дешевле намного. Возьмите тот же самый какой-то Marvel Stack Force условно. Любую игру, аккаунт, когда вы продаете, он намного дешевле, чем можно каждый ресурс, который у вас есть, продать по отдельности. Тут это на самом деле получается более балансно в этом плане. В принципе, не знаю, игры прикольные, то есть мне, кажется, игры нравятся. Не знаю, ребят, напишите, что вообще думаете про подобного плана игры. Можно попробовать как-то на стриме поиграть. В принципе, посмотреть уже более углубленно. Много механик интересных. Ну, как в любой карточной игре, то есть есть свои уникальные фишки. Думаю, ну, давай. Листай вот эти вкладки, ранкет, там еще что-то есть, по-моему, под ней. Вот где ты играл. Попробуй сейчас вот правее чуть другую, да, вот сюда. Угу. Вот тут можно напрямик играть, где дуэлиться. И еще самая нижняя, по-моему. Это туториал. Это мы уже сыграли, там только один. Вот все. Вот, да. Что-то еще хотел сказать. Да, существуют сейчас вроде всякие закрытые тесты на другие карточные игры. Они хотят. По-моему, я сегодня смотрел Доктор Ху. Еще что-то. Мы будем следить. Если как что-то новенькое будет появляться, будем залетать на начале хайпа, чтобы быть в начале паровоза, а не в последнем вагоне. А так, да, действительно, это куча времени инвестируешь. Я сегодня смотрел конференцию, там говорят, ну, сколько лет игроки тратят деньги, инвестируют в игры свое время, деньги, а в ответ, грубо говоря, ничего не получают, кроме проведенного удовольствия. Да? А теперь есть возможность с помощью блокчейн-игр хоть как-то монетизировать свои знания, переносить из игры в другую игру, да, хотя бы либо в виде самих айтемов и карт, да, либо просто ты продаешь, берешь деньги, идешь в другую игру, в другую деньги, эти деньги используешь, инвестируешь, стартуешь в другой игре уже не с нуля, а с каким-то, да, капиталом, грубо говоря. Ну, это намного совсем другая вещь, чем вы заходите в новую игру и все с нуля вперед. Ну да, сейчас тем более любая игра, даже где-то минимальный какой-то вклад бывает, поднимает твой прогресс на неимоверно какой подъем. То есть там, да, условно, там 10 баксов, там 20 баксов, и ты получаешь именно стартовый рывок, который зачастую дает просто нереальные бусты. Ну, зависит от игры. Где-то это будет прям нереальный буст, где-то это будет там около, где-то хороший. То есть от каждого проекта от своей цены. Думаю, в принципе, по игре понятно. Пишите, естественно, свои комментарии, пишите отзывы, что вообще думаете, в принципе, да, на эту тему. Потому что игр будет много подобной тематики, то есть будем разбирать, стараться по жанрам. Этот рынок очень большой и разнообразный. Да. Регистрируйтесь по реферальной ссылке, получаете $20, пишите в комментариях, получилось или нет, надо ли записывать подробный гайд, как это сделать. И также пишите в комментариях, какие жанры игр рассматривать, и мы будем делать обзоры. Всем пока. Да, всем удачи, ребят.